Здесь, конечно, на парковке таких тачек много. Одна круче другой. Как вообще эти местные в этих балахонах садятся? Давайте я сначала все объясню. Это новая рубрика Rich Bitch. И в ней я покажу вам самое дорогое жилье в этом мире. Тут вы узнаете, в каких апартаментах живет Брэд Питт, где отдыхает Абрамович и как потратить миллиард рублей за один день. Такие апартаменты невозможно арендовать, их можно только купить, если у тебя в кошельке завалялся лишний миллиардик. Поехали! В этой рубрике мы будем показывать самые дорогие квартиры в этом мире. С этим мне поможет Олег. Мы сейчас к нему вот едем в отель, заберем его и дальше расскажу, что у нас такое. Вот он выходит, смотрите, выходит королевской походкой, из Риксоса вышел. Здорово. Привет, привет. Типа только увиделись. Здорово. Договаривались сколько раз уже? Где-то полгода. Причем я все время был в Дубае, у Миши не было денег. Он смотрел, сколько стоят билеты сюда, и каждый раз говорил: блин, давай перенесем, давай перенесем. Чего это, блядь, Миши не было денег? Когда у Миши не было? Что ты рассказываешь там людям? Ты посмотрел тогда, помнишь цены, сколько стоили? Ты говоришь: блин, я не полечу. Да я просто посмотрел цены, вы прикиньте, там обычный билет, эконом-класс стоил 200 тысяч рублей, ну это жесть какая-то. Итак, ребятки, с вами Rich Bitch, новая рубрика на канале Дневник дизайнера. Мы снимаем дорогую элитную недвижимость разных стран мира. Не знаю, сможем ли мы выбраться еще в какой-то уголок мира, кроме Дубая. Мы сейчас поедем в One Palm на Пальме, вон в тот дом, где все квартирки идут со своими террасами. И это получается дом, который состоит из пентхаусов полностью. И мы пришли в первую квартиру. Нас встречает хозяин. Good morning. Доброе утро. Что, сделаем небольшой обзор. Мы в квартире площадью 500 метров. Это у нас гостиная. Здесь столовая зона. Если идти по комнате, мы упираемся в офигительную террасу с бассейном. Открываем. Не каждая девушка, мне кажется, справится. Да, бассейн просто бомба. Infinity Pool, там, когда сидишь, не видно край. Нам сказали, что здесь можно жарить шашлыки, но это не точно. Только без огня. Да, только без огня. Смотри, у них свой пляж здесь. Вот этот пляж называется West Beach. Вот это строится новый гигантский комплекс, Beachfront называется. Сейчас здесь самая движуха идет. Люди этажами скупают, уже 35% лотов продано именно этажами в некоторых башнях. Это у нас район, который называется Дубай Марина и GBR. И вон та часть называется Blue Waters. По-русски не очень звучит, да? Blue Waters. Голубая вода. Здесь есть своя приватная территория для жителей, несколько бассейнов, но при этом у многих квартир есть свои басики на вот таких вот террасках. Сейчас мы вам покажем, как это пространство зонируется на приватную часть, такую хозяйскую мастер-часть, которую можно полностью скрыть от гостей, и на общую вот эту common area, да, общую зону. Сейчас я вам покажу устройство, которое сделает вашу жизнь проще. Смотрите, это смарт-дисплей Сберпортал. Это устройство очень функциональное, и с помощью всего лишь жеста можно активировать одного из виртуальных ассистентов – Сбер, Афину или Джой. Бывает, лежишь в кровати и не хочется вставать, чтобы везде выключить свет. Джой, выключи свет. Джой, включи свет в спальне. Ну кайф же. Этот девайс побеждал в Red Dot в категориях «Умное устройство» и «Промышленный дизайн». Международное жюри этой наградой подтвердили инновационность устройства и его продуманный дизайн. Его легко можно интегрировать в современный дизайн квартиры, будет органично смотреться, а главное, вы везде найдете ему применение. С ним вы можете посмотреть кино или, например, YouTube. Вы узнаете, на какой высоте повесить телевизор так, чтобы было удобно смотреть и не затекала шея. Можете засыпать под любимую музыку. Настроимся на сонную волну. Или можно позвонить кому-то. Вам даже не нужно нажимать кнопки, чтобы сделать свой вечер комфортнее. Так, ну раз уж я устроился поудобнее, закажу себе еду и посмотрю что-нибудь. Салют,
Закажи мне сэндвич. Выбирайте все, что нужно. Сэндвич Йорк. Ваш собранный заказ. Контакты для доставки можно указать на следующем шаге. Переходите по ссылке в описании и знакомьтесь со Сберпорталом. Он точно сделает ваш дом технологичным и комфортным. Здесь у нас большая гостиная с такой столовой зоной, с кухней. Смотри, какая огромная дверь здесь. Она просто метра полтора, наверное. Да, у нас так не бывает. Вот здесь, смотри, здесь у них есть тоже... Shadow Gap? Да, Shadow Gap есть. Они смотрят мой канал, молодцы, одобряю. Мне нравится очень, когда ты вот входишь, вот только ты зашел сюда, проходишь, у меня почему-то прям в мечте моей, как должна выглядеть моя квартира, ты должен пройти вот так через остров кухни, бросить сумки с покупками, и у тебя должен открываться вот этот огромный вид. Здесь очень крутые окна, прям от пола до потолка, и они большие. Кстати, заметь, что здесь нет радиаторов. Это особенность Дубая, то, что здесь не нужно делать прихожую для одежды, для внешней, да, для какой-то. И плюс здесь нету вообще никакого отопления, никаких радиаторов, калориферов, ничего в полу. Все окна открывать можно, выходить, терраса огромная. Вот там я думал, что есть второй этаж. Это второй свет просто. Просто второй свет, но выглядит он, конечно, бомбово вообще. И здесь, смотреть, даже здесь нет телевизора. Да, кстати, гостиная без телека, прикольно. И вот посмотрите, еще одна интересная часть. Это начинается зона спален, приватная такая зона, да, куда, допустим, когда приходят гости, может быть, не хотелось бы транслировать вид, поэтому здесь сделана вот такая вот здоровая фальш-стена, которая закрывается, и пространство прячет его, да, от нас. Это, кстати, реально удобно. Вот у меня, когда няня приходит, я не могу в трусах ходить, особенно без трусов, да. Вот так бах, закрылся, и все, у тебя две квартиры отдельных, там няня играется, гуляет где-то. Ну давайте посмотрим, как здесь сделан блок спален. Ты проходишь, и здесь у тебя прячется небольшая зона working area. Это маленький кабинетик, куда ты можешь в том числе пригласить кого-то из друзей, гостей. Вот и телевизор. Не, это, кстати, реально крутая штука. И ты не сидишь в стену смотришь, да, а у тебя есть вот такая вот, ну, на другой как проход, да, такой. Ну и теперь мы пойдем в главную спальню. Мы, кстати, проходим через гардеробную, которая сделана с прозрачными стеклянными окнами. И это, на секундочку, полиформ. Это не дешевая гардеробная, она стоит 3 миллиона, наверное, такая. Мы заходим в спальню, где у нас открываются шторы. Здесь же идет часть террасы, у нас уже знакомый бассейн. И да, там, вот смотри, такой ты такой просыпаешься, свет. У тебя там кто-то уже убирает бассейн. Кровать рамочная от BB Italia. Блин, а как ты вот узнаешь бренды все? Ты, то есть уже я насмотренность? Я знаю, все кровати и все диваны просто уже знаю. Сколько такая кровать стоит? 1 миллион, что-то такое. Мы можем сейчас ошибаться, мы вставим вот здесь вот, сколько будет стоить, все. Ты просыпаешься с утра, не одевая ничего, выбегаешь, бежишь и прыгаешь в басик. Ну кайф вообще, кайф. И вот там вид на море, очень честный, прям настоящий вид. Давай посмотрим мастер ванну. Опа! Ванна с большим огромным окном, с видом на вон там море, смотрите. Душик работает, проверь. Душик, смотри, все правильно сделано, ступенькой с небольшой, потому что водичка все равно стоит. Многие хотят сделать себе уровень с полом, лучше так не делать. Водичка стоит, может уйти, потом ты подскользнешься, бахнешься головой об угол какой-нибудь. Закрыт туалет, можно пукать, сидеть. Слышно будет все равно. Вот если место позволяет, то можно, конечно, закрыть и пользоваться нормально раковиной. То есть кто-то может сидеть на туалете, кто-то на раковине, это ничего страшного нет, да. Главное матовую пленочку. Я бы вообще черную бы сделал, потому что через матовую такую немножко силуэт видно, и видно, как ты труселя снимаешь. У тебя такой заговорческий вид был сейчас. Кого-то ты любитель. Вот наша гардеробная, полиформ. Видишь, петли не видно, вон они там спрятаны, их вот практически не видно всю эту фурнитуру, и она такая единая одной большой красивой дверкой. Это реально дорого сделать, потому что есть российские там аналоги, но они вот с такими петлями торчащими, это некрасиво. В ряд у нас здесь стоят 3 спальни, ну, они такие классические, аккуратные, здесь задекорированы колонны, скорее всего. Здесь прям как номер в отеле, да, у тебя есть душевая, кровать и шкаф большой достаточно. Здесь хорошая ширина, здесь влезает у нас и стол, и вот кресло, и ты нормально можешь проходить. Часто просто спальни делают узкими, и у тебя там буквально вот здесь вот находится стена уже. Ты всегда ставишь вот такие штуки для одежды? Когда нужно, да. Я жил с банкеткой и без банкетки.
это просто вообще такая крутая штука. Да, либо вот кресло такое, тоже Minotti, по-моему. Или полиформ. Можешь не ломать только, пожалуйста? Да, полиформ. Олег переживает, что я что-нибудь сломаю. Да мы сейчас разберем. Под эту тогу засунешь и вынесешь. Олег, я вас отвлеку немножко, да, от интересного чтива. А сколько стоит эта квартира? Около 700 миллионов рублей. Пишите. А можно не так пафосно? 10 миллионов долларов. Получится где-то 1 300 000 1 400 000 за метр. Это классическая цена пентхаусов Замоскворечья, Да. немножко даже Хамовников и Пресня точно, там и весь остальной кусочек Москвы за те же самые деньги ты можешь купить топ вообще. Ну вот мы делали, например, квартиру Полянка 44, там стоило как раз 1 200 000, 1 300 000, там 1,5 миллиона за квадрат. Но там не было такого вида, там вид был на соседнее какое-то некрасивое здание не сделано, а здесь вид, конечно, на свой пляж. Да, вот здесь такая марина сзади стоит. Вот это будет пирс для яхт, а там же будут дальше парковаться круизные лайнеры. То есть там вот вдалеке пирс для гигантских круизников, которые будут сюда заходить. Ну, это коридор интересный. Сколько? Это же даже не 1,20 м, да, мне кажется? Но если ты лежа войдешь, то 1,80 м будет. Можем померить одним лежачим Олегом. Так. У меня рост 1,88 м. Да, длина этого коридора примерно 1,70 м. Когда Винишко. нечего рассказывать, все рассказывают, типа, у нас топовая техника, у нас мили, поставят мили и типа все Да. там. А у них вообще Гагенау стоит. Это сильно дороже, чем мили. Телевизор-то мы с тобой не нашли, вот у них стоит Бенк & Олufsen. Тоже такой телек на 1 000 000 рублей стоит. У них сейчас еще есть телек, который раскладывается. Да, я видел. У них же вот эта любовь сделать саундбар вот такой с телевизором. Но никаких розеток что-то нету. Куда PlayStation-то воткнуть? Порядок. Очень классно на самом деле, что купить можно прям сразу готовую квартиру. Представляете, ничего не надо ждать, вот эти 2 года ремонта, мучений, проблем. Это же 700 миллионов вместе с ремонтом и с твоими проблемами. Они здесь все. Что, нашел розетки? Ну есть одна розетка всего. Ну, наверное, вот эти можно вывести. Мы только успели снять, и вы слышите эту речь. Там уже клиенты с брокером выбирают. Последний, кстати, остался такой 500-метровый лот среди всех. Да, если вы думаете, что мы сейчас хотим что-то продать, его на самом деле уже купили, когда вы посмотрите это видео. Мы просто показываем, что есть, что реально можно купить за такие деньги. И Если не знаете, куда очень потратить, то пишите. Всего один лот на этаже. Один. Твой этаж. Целиком. много. Прикинь, а там сколько, 2 и лифта стоит? Да. Мы здесь сильно не можем снимать, потому что здесь еще идет ремонт. Ну, мы втихаря это делаем все равно. Это русский стиль. Мы во втором апартаменте в One Palm. И я приглашаю вас в гостиную. Здесь уже немножко другой стиль. Ну да, здесь нет второго света. Только же окон, ну просто второго света нет, это немножко другой формат. Терраска побольше здесь и чуть под навесом находится. Из-за этого кажется, что у тебя есть эта зона fireplace, да, такого для вечернего сидения здесь. Ой, там даже можно лежать, смотри. Здесь же не влажно, здесь очень сухой воздух, и можно без проблем так делать, не бояться за мебель, за свою дорогую. Очень крутая, смотрите, лежанка. Здесь можно просто полежать, покайфовать. Но здесь как-то больше пространства в зоне бассейна. Ну посмотри, прямо реально здесь простор. Да, и посмотри вот сюда, вид здесь же угловой. Как будто нависаем над водой. Реально вид очень крутой. Один из лучших, наверное, видов, что я видел. Все, царь во дворца. Это тоже стоит примерно 600 миллионов рублей. В общем, вместе с террасами этот лот 928 метров. Но мне кажется, терраса здесь как полквартиры. То есть Ну сама да, квартира здесь- где-то 500 метров и терраса 500 метров. Так, смотрите, какая здесь люстра просто лютейшая, да, такая, над всем спейсом гостиной. Всем люстра, прикинь. Это же каждый нужно было Давай посчитаем, впиливать. сколько здесь их. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 hours later. 1200 штучек. И каждую надо впилить туда. Да. Это жесть. Это такая вторая гостиная, не такая помпезная. Готовишь, значит, ты такой здесь еду, моешь посуду, стоишь, грязные чашки, тарелки и любуешься видом. Ну, понятно, что здесь, скорее всего, у тебя будет домработница, ты будешь Да здесь не, ну мыть. стакан мыть-то будешь? Ну да, наверное? максимум, что ты будешь здесь мыть, это стакан хайбол после коктейльчика какого-нибудь. Пойдемте Dark Kitchen посмотрим. Да, тут везде всегда есть вторая кухня закрытая. Вот чувак Dark Kitchen.
Вот здесь работает повар, который обслуживает вашу семью. У него здесь есть своя плита с кучей холодильников. Вот с таким видом он может здесь работать. Ну, кстати, тоже неплохой вид. Мне кажется, кто-то бы даже жил в такой. Добавить вот вместо вот этой части кровати, у тебя получается студия. Да. Миллиончика за 4 А вот там что у нас? доллара. Еще одна есть? Это как раз зона, Да, здесь это можно. для домработницы, где живет обслуга. Или няня. Место, да, или няня. Ну да, получается, у тебя весь этаж крутится вокруг центрального ядра, который тоже как-то нужно использовать. Поэтому здесь у нас появляется кабинет. Такая зона, причем это сразу от входа. Ты можешь сюда пригласить также гостей, если ты ведешь какой-нибудь прием, психолог, юрист, какой-нибудь дизайнер, консультант, ты сюда можешь приглашать друзей, клиентов. И здесь такая полуприватная. Вот тут слева вход, и он точно так же закрывается вот этой дверью. Здесь уже не так это монументально смотрится, мы просто закрываем вход во всю спальную зону. Все, у нас Бункер. бункер. Идемте посмотрим спальню. Здесь офигительный санузел, вы сейчас кайфанете. Я думаю, что вы не видели такого еще. Вот сама спальня. Но здесь еще, поскольку идет констракшн, моют окна, видите, да, вот эти тросы. По ним ездят альпинисты, катаются. Вот здесь мы спим. Тут уже кто-то поспал, полежал, смотри, уже повалялся кто-то. Серебряные обои. Вот это вот, скорее всего, серебро. Я не очень разбираюсь вот в ардекошной вот этой вот истории, но, по-моему, это серебро. Сейчас я вам покажу. Через проходную гардеробную. Я считаю, тоже классная история. В Москве сейчас часто такие проектируют, когда ты проходишь в санузел через гардероб. Я считаю, это классно, но здесь есть окно. Ты же уже знаешь, что за гардероб? Это полиформ. Уже вот, да. Мы его где-то видели просто. Тут есть окошко, получается, мы одеваемся. А где зеркало? У них нет зеркала в гардеробе. Вот такая ванна прямо у окна. Многие мечтают, мне кажется, о таком. Но это не самый крутой санузел, который вы увидите в рубрике Rich Beach, потому что мы поедем еще в Dorchester Collection, вы увидите оттуда отдельный выпуск. Но, конечно, это мечта. Вообще, зачем мы делали Rich Beach? Чтобы показать вам супер дорогие, хай уровня апартаменты. Их просто вообще нельзя нигде увидеть. Ты не можешь их ни арендовать, ни увидеть. Ты можешь только купить и жить. И увидеть можно, когда только-только сдали эти апартаменты, когда еще идет стройка, когда еще что-то не готово. Вы можете увидеть. И вот мы хотим показывать, что вообще есть самого крутого в этом мире. Я сам в таких апартаментах очень редко бываю, да, у нас их просто, мало. Я здесь живу. Ну что, мы поехали на следующий объект. А вы оставляйте комментарии, пишите, как вам вообще такой формат Rich Beach, зашло ли вам, не зашло. И кто здесь бич? А кто Рич? Если вам понравилось, мы будем снимать еще больше. Есть еще очень много городов. Олег вот тут открыл офис в Дубае, еще есть у него офис в Лондоне, можно что-то в Лондоне поснимать. круто. Поэтому пишите, нам реально интересно, мы все комментарии читаем, вы пишите, кто там что наворовал. Все, пока-пока.